Привет, друзья, коллеги, девчонки-пчелки. Сегодня мы не на пасеке, за окном пурга, ветер, снег. Такая погода нелетная, что прямо ужас. Хотя вчера таяло, к вечеру минус 8, а то и 9, значит, вот утром сегодня пошел снег. Ну и температура такая упала где-то. Утром смотрел, наверное, где-то градусов было около 2 минуса. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы сейчас с вами не на пасеке, мы на ней побываем, не выходя из дома. Хорошая вещь — это умные весы, вот, которые позволяют отслеживать процесс зимовки пчел. И хочу с вами поделиться, просто поделиться. Выводы, как бы, я еще сам не делаю никакие, хотя мысли уже разные появляются. И хочу с вами, значит, поделиться, рассказать о тех процессах, которые происходят в пчелиной семье после того, как я поменял обстановку в ульях, которые стоят на весах, в деревянном и в ППУ. Вы знаете, интересно в том плане, что в деревянном улье, после того, как я укрыл пленкой и утеплением, повысилась температура. Практически, наверное, где-то в 2 раза. Несмотря на то, что вот вечером вчера был минус 8 там, или 9, да, при этой минусовой температуре, при первоначальном, когда без утепления семья зимовала, там температура падала при морозах, где-то самое большее, по-моему, до 4 до 3 градусов. Вот. Это в верхней корке клуба. Сейчас же, вот даже при минус 9 температура увеличилась, плюс 12. Сейчас где-то, наверное, плюс 14. Сейчас мы с вами посмотрим. Температура увеличилась и увеличилась влажность. Хорошо это или плохо, вы знаете, даже не знаю. Вот приглашаю как бы к обсуждению вот этого вот процесса. Потому что я, например, для себя делаю вывод, что раз температура повысилась в верхней корке клуба практически в 2, а то в 3 раза, да. А какая температура, напрашивается вопрос, в центре клуба? Значит, там еще выше. То есть, как бы предпосылка к тому, что гнездо разогретое, даже при морозе, и предпосылки есть, что матка может начать сеять. Плюс влажность увеличилась. Влажность увеличилась, где-то 85%. Так, по памяти, сейчас конкретно я покажу. В ППУ там я открыл сетку, а сверху положил пленку. И что получилось? Влажность увеличилась. Влажность увеличилась на 10-15%. То есть, если была стабильная влажность 71-72%, с верхней вентиляцией, то на сегодняшний день влажность стала 85-87%. По температуре, кстати, никаких изменений. Температура вот как была, допустим, там, держалась, когда тепло на улице, значит, она держалась в пределах там 6-7 градусов Цельсия. А при минусах она опускалась до 4 градусов. То и сейчас так же само температура, когда мороз был вечером вчера, температура опустилась до 4 градусов. То есть температура в верхней корке клуба, даже не в верхней, в ППУ, там датчик не достает прямо туда, аж в корку клуба за счет подкрышника. Поэтому эта температура, где-то так вот на кончике верха клуба снимается показание. Но тем не менее, 4 градуса, 5 градусов, 4 градуса. Мне говорят, что для того, чтобы
вентиляция происходила нормально, нужно улей поднять, вот, ну, по крайней мере, на высоту объема гнездового корпуса, то есть сантиметров там на 30, да, на 40. Я в прошлом году подымал с пленкой, подымали мы зимой улей, ставили на подставку, то есть вентиляция снизу была как бы нормальная, и тем не менее влага была, на пленке влага была, стенки были мокрые, что я считаю не есть хорошо. Но выводы, я никаких пока что выводов не делаю. Все-таки надо больше набрать статистики и потом подумать, к чему все вот эти вот манипуляции с утеплением, сеткой могут привести, и все-таки как лучше сделать для того, чтобы семьи лучше зимовали. Хочу упредить вот там комментарии, выбрось, значит, эти датчики, там, заведи любовниц. Я хочу сказать, что у меня в каждом улье, вот там по несколько десятков тысяч любовниц. Так что любовниц у меня хватает. И вот напрасно вы так категорично к этому делу относите, потому что мы никогда не добьемся хорошей зимовки пчел, покуда не будем знать глубинных процессов, как там все происходит. А потом уже, ну, опытным путем, ну, понимаете, ведь для того, чтобы изучить подробно все глубинные процессы, это, представляете, сколько нужно датчиков, сколько нужно там изучать все это дело, что, ну, у меня, например, ни времени, ни средств таких нету, чтобы обеспечить вот это вот снятие показаний в центре клуба, там, снаружи. Это должна заниматься наука. Но наука на сегодняшний день этим не занимается. Вот это вот данные, как занимались там в 1700-1800 годах, значит, ну, в начале 1900-х годов. И все. По крайней мере, изысканий как таковых в последнее время я не встречал, чтобы наука занималась. Ну, будем сами пытаться каким-то образом, методом проб, ошибок, каких-то тыков, как-то изучать. Вот уже у меня как бы вопрос напрашивается. С одной стороны, вроде бы в деревянном улье утеплил, температура повысилась. Температура повысилась, это хорошо, да, для пчел, казалось бы. И, наверное, и на потребление кормов здесь тоже скажется вот это вот повышение температуры. То есть пчелы будут меньше потреблять, возможно, кормов. А вот на ранний расплод как отразится, я даже не знаю. Но буду держать это утепление уже до конца. Плохо, конечно, невозможно вот сейчас собрать данные по расходу кормов. Потому что снег, влага, лед на крышках, значит, он увеличивает вес самого улья. И вес, не поверите, но прыгает. Так что, ну, дождемся, может быть, оно растает все. И тогда уже какой-то общий как бы вес за какой-то определенный промежуток времени возьму. Ну и посчитаю уже вот с января месяца и до конца января или до февраля. Ну, а сейчас, опять же, кому будет интересно, я хочу сейчас вам показать на графике динамику жизнедеятельности пчел и как поменялась температура, значит, влажность в ульях в процессе вот того, как я перекилишевал, значит, и поменял вентиляцию и утепление в ульях. Вот сейчас вот около 2 градусов плюсом, 96% влажность на улице. В деревянном улье, как я уже говорил, значит, 14,9 градуса, а в ППУ 7,2 градуса. То есть всегда в дереве до утепления там было даже немножко холоднее. Ну, если, допустим, в ППУ 7,2, то здесь в дереве было, ну, 6 градусов.
где-то вот так вот. А сейчас 14,9, почти 15 градусов. И 79% влажность. В ППУ дно сетка, 84% влажности. Хотя всегда была влажность 72%, 70%. То есть на 10, на 14% увеличилась влажность. Я уже за вес ничего не буду говорить, потому что снег точности не добьешься. И вот если посмотреть в декабре месяце, давайте 28 декабря глянем, это здесь был мороз, 57% была влажность, температура 4,9, а сейчас почти 15. И влажность, я уже говорил, меняется она тут 57, 55, 59. И температура держалась 5,5, 5,4, 4,9. Ночью опускалась, тут холодно было, до 3,4 градуса. Это верхняя корка клуба в дереве. А сейчас в верхней корке температура держится 14 градусов. Это до утепления. А вот если взять 2 января, я утеплил, то влажность 88%, 83%, и температура 17, 14, 15, 14 держится. И пчелы начали шуметь. Они сидели тихо, а сейчас поднялся шум. То есть пчелы активные. Хорошо это или плохо, говорить даже не буду. И давайте глянем уже и так же само ППУ, где мы положили сетку. Значит, в декабре, давайте тоже 28-го для наглядности, до изменения. Влажность 71%, 70, 71, 71, 74 подскочила. Стабильная влажность была. Температура 4, 5,1, 5,7, 5,9. С повышением влажности, здесь влажность подскочила до 74, они же поднимают и температуру, чтобы снизить влажность. Мы уже об этом говорили. А теперь, после того, как я открыл сетку и положил пленку, у нас что произошло? Я вам должен сказать, что и температура тоже, даже до 10 градусов поднималась. 9 градусов, 7,8, но ночью до 4 градусов она упала. В 24 часа, в 0 часов, будем так говорить, 4 градуса было. Но влажность 83, 85, 85, 84. То есть влажность увеличилась. Опять же, как рассматривать этот вопрос? Хорошо или плохо? Кому эта тема интересная, приглашаю к обсуждению. Давайте, у кого какие мысли возникли по этому поводу. Хорошо это или плохо, когда, было первоначально в ППУ влажность была уменьшенная, температура осталась на том же уровне. И в дереве, когда после утепления влажность увеличилась, в том числе и температура увеличилась. Поэтому я, по крайней мере, пока что еще не знаю, но тем не менее у меня уже мысли такие появились, а не зарядить ли штук 10, допустим, семей и положить туда утепление. И посмотреть, сравнить, допустим, остальные семьи, которые зимуют без утепления, и те, которые с утеплением лежат. Потому что я заметил такую тенденцию, когда весной, даже в марте месяце, уже в начале марта, заглядываешь в гнездо, то в центральных рамках остается очень мало меда. Там где-то в конце уже такие поясочки остаются меда. А как у вас, кто с утеплением зимует, сколько меда, допустим, в начале марта остается в центральных рамках, где размещен клуб? Мало меда, или же, допустим, они поедают
пол-рамки меда съедают, а пол-рамки, значит, остается. Только я хотел бы такие нормально здравомыслящие ответы, а не на ура. Потому что я знаю некоторые пчеловоды пишут, что я вот так вот зимую, и у меня никаких проблем никогда не, ключевое слово никогда, не возникает. Я не сегодняшний, поэтому знаю, что не бывает зимовок, которые всегда, каждый год благополучно происходят. Есть года лучше, есть года хуже, но все равно какие-то нюансы все равно возникают. Здоровья вам, друзья, благополучия, в семьях тепла, уюта, любви, взаимопонимания. Думайте положительно, ибо наша жизнь такова, как мы о ней думаем. До новых встреч. Пока.